Друзья, всем огромный привет! Сегодня у нас видео немного в ином формате. Пообщаемся с вами на тему, почему лист фиалки не хочет укореняться. Было несколько комментариев, почему не получается укоренить черенок, почему лист загнивает, в чем причина. На самом деле, если правильно поставить лист на укоренение, что значит правильно? То есть создать для него благоприятные условия. Тогда долго ждать не придется, и через недельку-другую появятся уже корешки. Вот этот листик буквально недавно я поставила в воду, и вот такие вот уже корни образовались. Если вы только начали выращивать фиалки, нужно пробовать разные способы укоренения, как в воде, так и в грунте, и уже делать выводы. Например, если поставить лист в воду, в прозрачный стаканчик, вы легко будете контролировать весь этот процесс. Через него вы будете видеть, как лист укореняется, не начал ли загнивать сам черешок, как появляются корни. То есть вы будете полностью следить за этим процессом, что очень удобно. Но если лист долго сидит на укоренении, загнивает, либо долго нет корней, значит влияют некоторые факторы, которые отрицательно сказываются на процессе укоренения. Во-первых, это постоянно холодная вода, если вы укореняете в воде. Она может быть холодной, если стоят где-нибудь в прохладном месте листики, на сквозняке, на подоконнике, особенно вот в осенне-зимний период, может быть такая вот частая проблема именно из-за пониженной температуры. Вода охлаждается, и лист может начать загнивать. Поэтому нужно ставить черенки в более теплое место, где им будет комфортно. Что касается воды, то воду мы не сливаем. Воду мы просто доливаем по мере испарения. Не нужно ее менять на новую, не нужно ее сливать, просто ее доливаем. Она может даже немного помутнеть. В этом нет ничего абсолютно страшного. Здесь уже своя микрофлора, так сказать, образовалась. Поэтому просто слегка теплую воду мы доливаем. Не обязательно также ставить листики на подоконник. Можно возле подоконника поставить, на тот же столик. Рассеянный свет, и лист без проблем укоренится. Это что касается укоренения в воде. Если в грунте укоренять листы сразу, здесь самое главное сильно не заглублять черешок в субстрат. Не более 1 сантиметра, буквально полсантиметра-сантиметр. Если вы слишком глубоко его посадите, присыпете грунтом, то детки будут очень долго проклевываться. Это очень важный момент. И сам черешок также длинным не оставляем. Ну, буквально 3 сантиметра будет достаточно. Вот у нас сам черешок. Вот такая вот длина самая оптимальная. То есть, вот для примера такой листик. То есть таким вот длинным его оставлять не нужно. То есть мы его укорачиваем. Либо делаем срез острым лезвием, либо просто его отламываем. Главное просто обновить этот срез и сажаем. Что касается грунта, грунт должен быть легким, рыхлым. Идеально, если это будет торф. И обязательно нужно следить за поливом, за влажностью. Снизу делаем дренажные отверстия, чтобы лишняя вода
не застаивалась в стаканчике. Если грунт будет влажный, то лист начнет загнивать. Если наоборот пересушить субстрат, лист будет терять тургор, он будет становиться мягким и в итоге завянет. Поэтому идеальным решением будет поставить листики в тепличку. Вот таким образом стоят у меня и детки, и листики в такой вот тепличке. Просто прикрываю их пакетом и стаканчик ставлю еще в один стакан для фиксации. Вот такая получается тепличка. Либо может это быть тара из-под торта, например, или любая прозрачная емкость может служить в качестве теплички. Очень быстро листы укореняются в ней. Оптимальная здесь влажность, и листики быстро приживаются. Один раз я поливаю сразу их при посадке, и примерно около 2 недель я туда не заглядываю. Надолго сохраняется влажность. Также не надо ставить листики на солнцепек, на сквозняк, как я уже сказала, просто на рассеянный свет. И в таких вот условиях листики благополучно быстро укореняются. Это все, что касается размножения фиалки листом. На этом я буду заканчивать. Пишите в комментариях, как вам больше нравится укоренять листы в воде или сразу в грунте. Если остались вопросы, задавайте, с удовольствием на них отвечу. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И до новых встреч! Всем пока!